Алиса, Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, дом 62. Сейчас поищу. Поехали. Маршрут построен. А поехали по вот так. Сегодня отличный солнечный денек, морозно, минус 16, минус 17, местами минус 20. Ну, неважно, выезжаю в сторону Старого Оскола, но не хочу ехать по кратчайшему пути. Чуть-чуть удлиню маршрут и постараюсь немножечко разнообразить свою сегодняшнюю дорогу. Когда-то эта развязка строилась, а вон там были сады. Я когда-то мечтал, вот построить бы там свой дом. И со временем сады превратились в поля, а потом стали раздавать участки, одни из первых в очереди ИЖС Белгородской области по программе. На этом мосту появилась вывеска: на Белгородчине модно жить в собственном доме. И где-то там мой бывший дом, в котором теперь живут совершенно другие люди. А здесь слева проезжаем один из тепличных комплексов. Их вокруг города очень много появилось. И свет, может быть, видно, не знаю, сейчас даже днем лампы там светятся. Ночью эти лампы освещают небо. Причем, если небо в тумане, то светится все вокруг. Я из гаража могу идти в центре города спокойно домой без фонарика, потому что свет от неба падает просто на весь город. Но это вот именно в туманную погоду. А вот там лесополоса. Интересная история. Примерно вот в этом месте, где-то вот этот вот разрыв, я как раз остановился. Когда-то мы отдыхали небольшой, но веселой компанией в этих местах. И там было утеряно очень крупное ювелирное украшение из золота. А когда металлодетекторы стали доступны и собрались уже было сюда ехать, подъезжаем, а тут уже все огорожено, и уже все, частная территория, охраняемая, и не пускают. И как бы мы не просились туда, вот нас туда и не пустили. Так что вот где-то там есть ювелирочка, можете прочесать вот эту лесополосу, и будет вам награда. Как я и говорил, холодает потихонечку, видите, 18 уже за городом, местами 20 видел я. А вот пока что еще нечастый дорожный знак, но в Белгороде они давно уже появились. Электрозаправки, пожалуйста, совершенно бесплатно для электромобилей. Несколько есть в городе, и вокруг города несколько штук их существует. Тем временем я уже приближаюсь к Алексеевке. Но надо сказать, что в Белгородской области две Алексеевки. Это так называемая ближняя Алексеевка. А есть еще Алексеевка, которая является райцентром Алексеевского района. Вообще в Белгородской области очень много дубликатов. Эта Алексеевка входит в состав Карачанского района. Кстати, и сам город Короча, он довольно-таки уникален. Во-первых, Корочу еще Мичурин называл вторым Крымом. И есть в ее окрестностях, карачанские сады так называемые. Можете загуглить, посмотреть. Еще сам Мичурин выращивал там свои деревья, проводил опыты, эксперименты и все прочее. И еще один факт интересный о Короче я вам сейчас назову. Короче является районным центром Карачанского района Белгородской области. При этом это город, райцентр, но население там меньше 6 тысяч человек. Некоторые поселки даже имеют большее население. А здесь меньше 6 тысяч. Я не думаю, что найдутся еще такие города с такой численностью населения, которые будут являться районными центрами. Алексеевка находится немножко в стороне. Раньше по вот этой трассе, буквально вот там, даже высоко на подъеме, стоял указатель «Конец Алексеевки». И вот это все, вот этот овраг и вот этот овраг считалось населенным пунктом. И небезызвестные труженики жезла и свистка частенько становились вот там наверху и штрафовали тех, кто нарушал скоростной режим. Это же населенный пункт. Посмотрите, он же похож на населенный пункт, правильно? Следующий пункт — это уже Короча, о которой я говорил. Кстати, местная поговорка через Сочи на Корочу, чисто белгородская, и означает то, что мы ищем нерациональный маршрут, скажем так. О, Алексеевка. Приближаемся к развязке Короче. И можно было бы, конечно, поехать чуть-чуть левее. Этот маршрут короче. Но мы поедем чуть-чуть правее. По так называемому курортному маршруту. А почему курортный маршрут? Сейчас покажу. А вот и причина, почему этот маршрут я называю курортным. Потому что пролегает он через Ибицу. Великомихайловка.
Чем же знаменит этот населенный пункт? А знаменит он тем, что здесь появилась первая конная армия. Здесь есть музей первой конной армии. Но сейчас я его посещать не буду. Прямо. 3. Так, я прибыл наконец в Новый Оскол, чтобы показать вам вот такой интересный памятник. Это памятник Сковороде. Он такой есть, он такой существует. Ну и просто живите с этим. Дальше мой маршрут идет на север, через Чернянку, и уже тут поблизости Старый Оскол. А южнее есть населенный пункт Холки, где находится Холковский монастырь. Ну и что, монастырь и монастырь, скажете вы, мало ли монастырей, их уже везде полным-полно. А это необычный монастырь. А вся необычность его в том заключается, что он не построен, а прорублен, выкопан. И выкопан он в породах мелового холма. Что такое копать мел? Ну, почитайте просто где-нибудь в интернете, либо попробуйте сами. Он сухой, крошится, а когда сырой, лопату туда не вгонишь, потому что он как глина. То бишь, как рассказывали на экскурсии, не больше 12 сантиметров в день можно прокопать. Тем не менее, монахи с этой задачей справились и выкопали себе настоящий подземный монастырь с кельями, молильным залом, там ходы и все прочее. Это рассказывать просто бесполезно. Даже на фотографиях посмотришь, либо чужое видео, это тоже не то. Это надо побывать там и ощутить. Поэтому настоятельно рекомендую. Я там был уже 4 раза. Сейчас идет активная реставрация. То есть даже иконы, которые были раньше вырезаны именно на стенах, их тоже восстанавливают. Но это, честно говоря, впечатляет. Опять-таки, если нет возможности прибыть туда и посмотреть, если хотите, чтобы я провел вам экскурсию, пишите об этом в комментариях. Я попробую еще раз добраться туда, уже в 5-й раз, и показать своими глазами, что же это такое. А тем временем мы проезжаем прямо через центр Нового Оскола. Вот это прям самая-самая центральная его часть с администрацией, площадью и всеми делами. Вот будете иметь представление, что вот такой вот есть городок Белгородской области. Кстати, на фотках, когда я смотрел объект, вот этот сковороду, она мне казалась намного больше. А в реале она очень маленькая. Не, ну она огромная, конечно, по сравнению с обычной сковородкой. Но ожидал я более масштабного, как чего-то такого. Вот еще новый знак Белгородской области, тоже встречал на дорогах, нечасто. И, кстати, с 1 января этого года ведь очень сильно ужесточили законодательно, вплоть до уголовной ответственности за подобное нарушение, за выезд на встречную скорость и за опасную езду в целом, там что-то превышение на 60 км в час. Ну, с одной стороны, я считаю это правильным, с другой стороны, бывают очень спорные моменты, когда, ладно, со скоростью спорить мы не будем. Хотя тоже где-то бывает знак висит 20, а едут люди 80, да, вдруг неожиданно. Ну, это очень редко, но есть такие моменты. А вот со встречкой здесь всяко бывает. Все-таки бывает, вышел человек на обгон и не успевает завершить маневр. И что ж, аварийную ситуацию создавать, ну что ж лучше-то. И либо где-то там зацепил опять-таки эту разметку, раз-другой, и все, уже уголовник. То есть, как бы здесь такое получается, немножечко вот качели. И да, и нет. То есть, очень сложно дать оценку в том плане, злостно нарушил или не злостно. Вот нет вот этого критерия, понимаете? Далеко ходить не надо. Буквально на прошлой неделе я выкладывал сторис, историю, когда как мне выписывают протокол. Тоже просто-навсего попал, остановили. Когда объяснили, за что и почему, ну, я дал свои пояснения. Ну, знают, где стоять, называется. Ну, и что? Ну, выписали штраф, потому что де юре я виноват. Де факто, ну, тут уж как посмотреть называется. Вот один из ярчайших примеров. Мы едем, видите, издалека видно, что населенный пункт, а знак вон там попозже будет, сразу же 40. И вот камера висела, и она уже палит. То есть мы въезжаем, 60, сразу резко 40, и штраф тебе в спину. Я только что покинул Волоконовку, и опять о дубликатах. Несколько волоконовок есть в Белгородской области, но самая знаменитая та, в которой производят сгущенное молоко.
Я уже под Старым Осколом, и сейчас пару километров ехал вдоль вот этих газовых труб, и что тут еще, я не знаю, просто масштабно, очень масштабно. Вы представляете, сколько, какой объем вообще прокачивается голубого топлива через вот эти трубы на предприятие. Эти трубы, как я понимаю, на питание Оскольского электрометаллургического комбината уходят. Огромное предприятие. Кстати, со спутника посмотрите, между Губкиным и Старым Осколом есть охренительно здоровый карьер КМА, Курская магнитная аномалия. А вот справа от меня сейчас железная дорога. Я не знаю, здесь там, по-моему, смотрю, остановки здесь еще есть, судя по карте. Вот тут какая-то буковка или что-то такое там высвечивается. Я так понимаю, что это для подъезда работников. Интересный факт о Старом Осколе. В Старом Осколе нет улиц. Адреса состоят из микрорайон и номер дома. Вот так и ищется. Хотя более интересно, по-моему, в Зеленограде. Там вообще нет микрорайонов, нет улиц. Там просто корпус. Корпус такой-то, корпус такой-то, корпус такой-то. И еще один интересный факт о Старом Осколе. Старый Оскол — это второй по численности и значимости город в Белгородской области. Но многие считают, что это вообще самостоятельный город, то есть чуть ли не Старооскольская область. Ну, он большой, реально большой. Он по численности практически как и Белгород. А железная дорога, которая справа от меня, это, вот видите, трамвай. Загородный трамвай. Где вы такое видели? На несколько десятков километров, на парочку точно, наверное, выходит за пределы города. И на этом трамвае можно добраться до предприятия, как Оскольский электрометаллургический комбинат. Вот, обычный трамвайчик. Ты-дынь, вдоль трассы. Где такое увидишь? Остановился, перебежал дорогу, ну, по пешеходному переходу, разумеется, чтобы показать еще одну достопримечательность. Вот такой интересный памятник. Памятник огурцу. Я знаю, что еще один памятник огурцу находится в Луховицах Московской области. Ну, выглядит он, конечно, иначе. И что еще интересно, сейчас скоро будет речка, покажу. И опять будет связь с Луховицами. Но это сейчас подъеду, расскажу, покажу все. И вот я подъехал к реке с очень интересным названием. Название у нее Убля. И я так понимаю, что вода там очень холодная, потому что обычно рекам дают название, ну, с чем-то связанное. Кто-то окунулся и Убля! Теперь о связи с Луховицами. Там есть тоже памятник огурцу и река Вобля. В Старом Осколе не смог не остановиться, чтобы обойти вниманием библиотеку. Посмотрите, как она оформлена. Ну, это реально классно. Детская музыкальная школа, Чайковский, и сразу же здесь библиотека. Я думаю, летом здесь вообще классно. Вот эти все лавочки, вот эти все скульптуры, вот это вот все. Ну и сама библиотека. Ну классно ж, правда. Креативно, красиво. Это почтовый ящик, похоже, у них такой. А, нет, это просто книжки. Можно брать, читать. Ну, вот они там прячутся. И с этой стороны еще ракурс. Ну вот я и прибыл туда, куда ехал. Займусь сейчас делами, а потом домой. Вот отсюда немножечко вид открывается на вот этот вот карьер, где разработки ведутся. Вообще, конечно, туда бы на экскурсию попасть. Это классно. Это я видел фотографии тех, кто были. Конечно, впечатляет. Просто впечатляет. Огромных масштабов. Со спутника смотришь, он как город огромный, такая дыра в земле. Что ж, я постараюсь найти способ попасть и туда, чтобы показать, рассказать и поделиться впечатлениями. Но пока что еду я в направлении города Губкин. А в Губкине есть еще один интересный памятник. Памятник Лайко. Я надеюсь, вы поставите мне такой же. На этом прощаюсь. До новых встреч. Пока.